Добрый день! Сегодня попробуем рассмотреть рисунок для кардигана, узор. Наберем для этого крючком номер 4 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Держим эту петельку, набираем 3 петли. Входим, получается, уже в 4-ю от края, от крючка. И провязываем весь ряд до конца столбиками с накидом. Ничего сложного в этом узоре нет. А выглядит кардиган сногсшибательно. Говорила и буду говорить, что крючок — это просто волшебная палочка, которая исполняет все наши желания. Это у нас будет низ изделия, рукава и окантовка горловины с полочками. Все очень легко. Вяжем первый ряд столбиками с накидом. Каждую петлю но тут по рисунку получается, что надо 2. Значит, вот мы провязали первый ряд, а второй ряд свяжите самостоятельно. Окей? Довязали до конца ряда. Делаем 3 воздушные петли, как мы это делали в начале ряда. Вот здесь вот мы сделали столбик. Поворачиваем работу. В этот первый столбик мы не вяжем, а вяжем во второй. Не в арочку, вот так вот мы не входим между петлями, а сверху в петли предыдущего ряда. Вот так вот. Ну, самостоятельно. Давайте вместе со мной провяжем. Просто рисунок очень легкий. Тут ничего сложного. Здесь получается у нас 2 ряда столбиками с накидом, а потом столбики с накидом, а посередине воздушная петля. Сейчас мы довяжем этот ряд до конца и начнем вязать столбики столбики, а посередине воздушная петля. Вот мы дошли до конца, вот последний, значит, надо войти тут в 3-ю петлю и провязать столбик с накидом. 3 воздушные петли, поворачиваем ряд, изделие, и получается, вот она у нас вот так прямо. Мы, значит, вот один столбик пропускаем, входим в следующий. Провязываем. Нет, тут не 3 петли надо, а 4. 3 петли подъема и 1 петля между. Сейчас вы поймете как. Мы, значит, первый пропустили, потому что мы его связали. Второй столбик пропускаем, заходим в 3-й. Провязали. Вот у нас как. Дальше 1 воздушная петля. 1 столбик пропускаем, заходим в следующий. 1 воздушная петля. 1 столбик пропускаем, заходим в следующий. Вяжется легко. 1 столбик пропускаем, заходим в следующий. Воздушная петля, столбик пропускаем, заходим в следующий. Не забываем про воздушную петлю. Этим узором сейчас очень много вяжут
и жилетки. Вот у меня было видео, я оставлю ссылочку. Воздушная петля. И вот мы подошли к последнему столбику. У нас было 3 воздушные петли. Мы в третью входим и провязываем столбик с накидом. Вот. 3 воздушные петли подъема, они нам заменяют столбик. И 1 петля воздушная между рядами. Заходим опять же вот в этот столбик, который у нас был в предыдущем ряде, в первом. 1 воздушная петля, заходим опять в предыдущий столбик. Нет, столбик предыдущего ряда. И вывязываем такие вот клеточки, сеточку. Узор очень простой. Вот так. Воздушная петля между столбами. Обязательно. И вот мы подошли сюда. Последняя. У нас тут было 4. Значит, мы входим в третью петлю. Она получается первая, вторая. Вторая от крючка. Вот. Край ровный, красивый получается тогда так. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Значит, 4 воздушные петли у нас будут в том случае, когда мы будем вязать соты, вот эти дырочки. А 3 петли, когда мы будем вязать просто вот эти 2 ряда. Вот у нас сейчас получается это вот раппорт узора. 2 ряда с накидом, столбики. И 2 ряда столбики с накидом с 1 воздушной петлей. Значит, здесь у нас 3 воздушные петли подъема, а в этом рисунке 4 петли подъема. Мы сейчас провязали 3 петли подъема, потому что нам надо провязывать вот эти 2 ряда. Мы сюда не заходим, заходим в следующую петлю. Здесь вот мы вяжем просто прямо, без воздушных петель. Вот так. Вяжется все очень быстро. И так до конца ряда. Ничего сложного. Говорила и буду говорить, что крючок это, конечно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто изобрел крючок. Ну, кто? Вот был же человек, который сделал надсечку в палочке. Вот мы здесь вот было 4 петли подъема, мы входим во вторую. И у нас получается ровный край. Вот. Вот. Связали мы. Значит, у нас здесь, как мы помним, петли без воздушных. Значит, у нас в конце тут 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Первый столбик мы не провязываем, мы входим вот во второй. Вот сюда. Вот сюда, вот в эту петлю. И провязываем столбиками с накидом. Вот так до конца ряда. Крючок у меня 4, объемный акрил. Все друг к другу подходит. Вы можете сами подбирать, попробовав связать образец. Я пробую всегда. Если у меня петельки большие, значит надо уменьшить крючок. Если, естественно, толстые нитки и маленький крючок, ну тоже нет смысла, надо обязательно поменять крючок. Просто это мучение. Вот опять у нас здесь 3 петли получается, значит мы входим в первую. Вот, довязали мы ряд, да?
Вот у нас какой получился рисунок. А на картинке он вот так вот будет. Кардиган вяжется в эту сторону. Мы набираем 4 воздушные петли. Поворачиваем работу. Заходим не в первый столбик и не во второй, а в третий. Вот этот крайний у нас считается столбиком 1, 2, 3. В третий столбик мы заходим. Воздушная петля, провязываем. Воздушная петля, провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, провязываем. О, навязала. Неправильно, поторопилась. Нам надо столбик пропускать. Королевы тоже ошибаются. И не меньше. Воздушная петля. Столбик пропустили. Воздушная петля. Связали столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем столбик. Заходим, провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Последний у нас было 3 воздушные петли. Значит, мы входим в первую петлю. Поворачиваем работу. Вот что у нас выходит. 4 воздушные петли. Поворачиваем работу. И в столбик. Воздушная петля. Ну, это можно делать бесконечно. Узор настолько легкий, что даже заморачиваться не стоит. Вот так. Но кардиган выглядит, конечно, шикарно. Всего вам доброго. Оставайтесь со мной. А пока-пока.